такие ключи для того, чтобы открутить или, скажем так, закрутить и регулировать натяг подшипника. Сперва были куплены эти два, не подходили, купил побольше, тоже не подходит. Ну, в смысле, идеально не подходит по гайке. Но откручивают, работают и, скажем так, на этом остановимся. Очень качественные такие ключи, такие надежные. Так, за подшипники я говорил. Радиально упорные. Имеет 16 миллиметров. Высоту 30. Внутренний диаметр 30 миллиметров. И наружный 62, да, или 62,5. Вот штангель, а. Не поймешь. А ну возьмем. Не метутое, но проверенный временем. 62. Как бы вот так вот. И все-таки, наверное, я думаю, что поменяю на них. Они закрытые, уже смазаны. Я думаю, что поменяю. Ну, если у кого-то есть другое мнение, может что-то посоветовать, оставить те, которые уже установил. Купил такой вот, скажем, да, держатель вот с очень острой пластинкой. Так. Потому что я иногда работаю на нем по дереву, да, и мне бы нужно было бы что-то такое мои острее, чем вот эти вот, которые по металлу. И купил, вот они позиционируются, так я понял, что по алюминию. Но капут как острые, да, прямо вот руками вот так вот проводишь и боишься порезаться. И соответственно, давайте-ка мы его. И я думаю, что раз он такой острый, то его, наверное, не знаю, надо держать как-то отдельно, чтобы не повредить эту пластиночку. Вообще с местом очень большая беда в этой мастерской. Ничего не сделано. Ну, времени нету. Хочется и то, и то, и то успеть. Вот так. И в принципе, то есть держатель и 10 инструментов. И соответственно мы давайте вставим ее. Это, да. И уже только отрегулируем по высоте, чтобы он по центру был, и будет все хорошо. Вот так вот. Мне очень нравится вот этот набор. Быстросменный такой. Конечно, по жесткости он, наверное, уступает, но компенсируется быстротой работы. Две державки еще такие купил. Значит, в общей сложности у меня их сейчас уже. Так, тут имеем 3, 4, 5, 6, 7. Там. И еще 2, 9. Ну, походу, может, еще приобретем. Посмотрим. Так, говорил, что не поставлю туда. Давайте пока временно сюда. Эти пластиночки забыл закрыть. Сейчас вот так и рассыпал их. Так, ну пускай так будет, пока приберем потом.
была куплена вот такая державка, которая будет устанавливаться вот так вот в патрончик. Так, мы сейчас ее перевернем. Вот так будет устанавливаться в патрончик. И сюда можно будет вставить фрезы. Купил на вот этот самый, на диаметры 3, 4, 5 и 6, по-моему. Что это такое? Точно не помню. Сейчас посмотрю. Да, вот есть 4, 5, 3, ну и это на 6. То есть по факту сюда можно сверло поставить, сюда, ну, любой инструмент. Так. Каждый имеет свой ключик. Пускай будет. Идем дальше. Так, этот пустой. Здесь что? А, вот пришли подшипники. Я их купил тут. Не знаю точно, это все они, да? Да, это все эти подшипники. Я их купил 30 штук, потому что так выходило самое дешевое. Но по факту это вот внутренний диаметр 10, наружный 17 и, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 3-4 там или сколько там толщина самих обоим. Это для того, чтобы вставить вот сюда. Вот сюда один пойдет и сюда один пойдет. Ну, по крайней мере, это я думал, ну, планировал так сделать. Если это у меня останется эти винты на поперечку и на продольную подачу. Ну, теперь я сижу и думаю, наверное, туда поставлю все ж таки шариковинтовые пары. И тогда, в принципе, как бы, ну, как бы теряется смысл в этом. Ну, посмотрим. Так, идем дальше. Что здесь такое? Так, это не имеет отношения к данному повествованию. Так, вот мы имеем съемный набор для того, чтобы снимать, скажем так, да, подшипники, да. Вот мы имеем один набор. Сперва я этот приобрел. Очень он меня выручил, но не решил все задачи, которые надо было решать. Поэтому был приобретен и еще один набор. Как бы так вот, я думаю, что должно все. О, все повылетали, повыбегали отсюда. Этот как бы немножко другие задачи решает, но дополняют они друг друга очень хорошо. Поэтому я считаю, что, наверное, будет польза от всего этого. Это обратный молоток. Тут есть, ну, в принципе, когда буду работать, им буду все это показывать. Это просто так вот. Так что за инструмент скажу так, что важно, потому что если не имеешь чем, ну, не получается, ничего нормального не получается. Так, сейчас у меня тут еще коробка одна вот такая большая. Часть я вытащил, а часть осталась. Сейчас вытащим, откроем все. Так, тут у нас что? А тут у нас был серводвигатель на 750 ватт. Вот, был запакован очень хорошо, все, доволен. Вот сам двигатель, еще покажу. Так, идем дальше. Ну, тут имеем вот все, кабеля, питание, ну, все вот, что нужно для них. Вернее, для того, чтобы соединить его с сетью и для того, чтобы соединить его с этим драйвером. В
Пришло все запаковано хорошо. Правда, опоздал на 3 дня, потому что эти на месте перепутали и отослали в другой регион. Правда, потом через 3 дня вернулся обратно. Ну, вот такой вот он. Что тут? Надеюсь, на камеру видно. Если это кому-то о чем-то говорит. Ну, максимальный ток вижу, что 10 ампер. Вот так, тут есть панелька, вот так вот открывается. И, соответственно, вот тут можно программировать их. Ну, это будем делать, будем смотреть. Пока так. И, соответственно, вот этот вот двигатель. Написано вот на 750 ватт он. 220 вольт. 2,4 ньютона на метр. 3000 оборотов. И магнитный энкодер, насколько я понял. Тут. Я хочу сказать, что вот сейчас посмотрим, тут диаметр 19, диаметр вала 19, посадочное место вот это вот диаметр, так, 70, и сам корпус имеет 80. Я не знаю. Я хочу его поставить, не то что не знаю, я буду ставить его, но просто были какие-то сомнения. Сейчас вообще сомневаюсь, смотрю, он такой малюсенький. А я его хотел поставить на шпиндель. Вот это вот станка токарного маленького. Для него, в принципе, это и было приобретено. Потому что меня не устраивает там то, что когда обороты маленькие, он практически не имеет мощности. И поэтому хотелось что-нибудь такое поставить, которое бы компенсировало это все. Я думаю, что я его поставлю, ну, скажем так, с какой-то редукцией, да, вот он имеет 3000 максимально, да, ну, мне на станке сколько нужно, там, 1800, да, максимально. И то думаю, что не всегда нужно. Ну, пускай будет 2000, значит, где-то там 1-1,5, вот что-то такое. И, соответственно, тогда у него мощность на шпинделе еще увеличится. Посмотрим, не знаю. Честно говоря, ни разу не работал с такими двигателями, ни разу не соединял их, ничего не знаю. Ну, по отзывам так вроде бы неплохо. Мог бы, конечно, приобрести частотник и поставить асинхронник. Есть у меня тут асинхронник, даже не один, а два. Но что меня остановило, да, потому что станок фактически все равно будет в определенном смысле переносным. То есть его все модификации, которые делают с таким учетом, да, чтобы его при необходимости два человека могли, ну, без сверхусилий там поднять его и понести. Вот типа такого. То есть не разбирая сам станок, то есть не снимая там суппорт, то, чтобы его облегчить при переноске. Поэтому было принято решение вот такой двигатель маленький, который не изменит габариты станка. Правильное ли решение было или нет, ну, время покажет. Я поставлю его, посмотрим, как работает. И это одно. А во-вторых, из-за того, что тут есть энкодер, да, ну, как бы хотелось бы приобрести, вернее, чтобы на станке было вот этот шпиндель, чтобы можно было контролировать его повороты, да, то есть под определенным углом там, то есть использовать его фактически, если вместо резца поставить маленький шпиндель с фрезой, то можно использовать и уже это как третью ось, и это как поворотка такая неплохая, которая будет работать и по металлу. Ну, как бы такие мысли есть. Ну, посмотрим, как драйвер, я не знаю, этот драйвер, какие параметры он имеет, как он, что он позволяет, как управлять. Но по стоимости, да, вот он немо размер, да, такого же, шаговый двигатель, то он, ну, не намного дешевле. Не намного дешевле. А тут и на 3000, и на 100 тысячах будут, ну, скажем так, заявленные 2,4. Ну, надеюсь, что будет. А на шаговике, если поднял выше 1000, все. Да и не предназначен шаговик, чтобы он работал, ну, в режиме просто электродвигателя.
Надеюсь. Надеюсь и верю, что он оправдает свои надежды. Это на 750 ватт двигатель. И вдогонку к ним, наверное, завтра, послезавтра приедут. И еще два на 400 ватт. Те хочу поставить один на продольную, один на поперечку. Ну, по крайней мере, так надеюсь. И сделать. Ну, как бы так. Что там мы еще имеем? Ну, с этим разобрались. Поставим, я вот сижу, думаю, это железная. Нет, это крышечка пластмассовая. Надо быть аккуратно с ней, чтобы не ударить. Потому что можно повредить. Но такое впечатление, что она вот пластмассовая. По звуку. На них будет обзор отдельный, такой маленький, чтобы показать, как работает, как что. А вот для этого токарного станка было приобретена. Так, вот экранчик имеем мы. Такая же плата, которая у меня, в принципе, две уже есть такие. Вот она. МКС ТС-35Р. Ну там в зависимости от экрана, или там 24 или 35, смотря какой экран. Там два вида экрана есть для них. И вот это вот трехосевая для вот этого вот станка. Планирую, что одна ось будет поперечка, другая ось будет продольная, ну и соответственно наш шпиндель, чтобы там была поворотка. Нашел программное обеспечение бесплатное для этих целей, очень-очень хорошо подойдет. Есть у меня плата еще под матч, там, по-моему, 2-3 платы есть, но не будем говорить о том, что там матч глючный, не глючный. Я не знаю, я работал под ним довольно-таки продолжительное время, и как бы таких серьезных претензий не имеют. Ну, все программы глючат. И, скажем так, в какой-то момент ты не можешь сказать, от чего она глючит. То ли где-то питание, то ли где-то что-то там. Ну, сотни причин может быть. Если только ошибка постоянно повторяется, вот тогда ты еще более-менее можешь как-то докопаться до сути, почему так происходит. А если это был один раз или не имеет ничего общего, ошибки повторяются разные, то здесь уже совсем другое. Ну так, в принципе, я хотел, чтобы на станке не было, ну, как сказать, ну вот представьте себе системник. Ну, у меня первоначально была мысль такая, что поставить что-нибудь под Linux CNC. И вместо системного блока и монитора, да, использовать типа вот Raspberry там в какой-то там конфигурации, да, на котором можно запустить, скажем, тот же Linux и, соответственно, но информации нашел очень мало. И так как я вообще не имею опыта работы с Linux, ну, несколько раз устанавливал, смотрел, что это такое, но вот именно с Linux CNC, так что посчитал, что это будет как бы для меня затратно во времени. А вот эти вот простые платки такие вот, ну, считайте, вот чем она плоха, да? Хочешь через веб-интерфейс, пожалуйста. Хочешь через вот вот этот вот тачпад маленький, пожалуйста, через него управляй. Фактически все равно программу ты делаешь на основном компьютере, да, то есть там, я имею в виду G-код. А она только отрабатывает, ну, как бы, считаю, что намного проще. Не говоря о размерах, габаритах и самой стоимости, если так взять. Есть, конечно, стоечки для токарного станка, специально заточены под этим, пожалуйста. Очень красивый, хороший, ну, стоимость как два станка.
А этот станок, это не станок. Ну, скажем так, да, это хоббийный станок. Поэтому чем меньше затрат на него будет, тем лучше, тем это оправдает себя. Потому что делаю я это все, и это у меня на данный момент это хоббийный проект. А если кто-то захочет его повторить, то, соответственно, чтобы он имел, ну, скажем так, средства на все это. Потому что если дать за стойку 400-500 фунтов, скажем так, за профессиональную стойку, а смысл? Смысл давать вот такие деньги? Нужно это? Я не думаю, что в хоббийной мастерской это нужно. Вот если бы у меня был тут, ну, скажем, станок типа 1К62, 16К20, ну, типа вот такого, да, большой там, ну, может быть, там, да, потому что на том станке быстрее всего, что будут зарабатываться деньги, поэтому, да, имеет смысл поставить такую стойку, на которой непосредственно можно там сразу программировать какие-то вещи, да, то все, она отрабатывает не только G-код, который ты туда ей дашь, но и на самой стойке можно набирать. Ну, это уже тема другого разговора. Ну, как бы, друзья мои, вот на сегодняшний день продвижение к этому всему. Чего добился и как. Имею неделю отпуска новогоднего, поэтому как бы есть несколько проектов, которые надо закончить. Ну, со станком я не думаю, что закончу, но в определенном смысле можно хоть что-то. Будем держать вас в курсе. Если кому-то интересно, у кого-то есть мысли, с удовольствием выслушаю. Все, спасибо вам. На данный момент все.